Приветствую вас на канале Wow Nails Design, и в этом видео обещанный Париж. Как хотела я и обещала, что по 2-3 ноготка будут короткие видео, у меня не получается. Куча идей, и эти все 5 ноготков должны быть, конечно же, в одном видео. Для начала похвастаюсь своими новинками, которые я сразу же заградиентила. Лаки 100% стоящие внимания, я в них влюбилась. И первый цвет безумно красивый, холодный серый. Эти гель-лаки я обзываю йогуртовыми, они с мельчайшими черными песчинками. Очень легко наносятся, достаточно плотные и отлично быстро выравниваются. Следующий цвет более светлый серый, или я бы даже сказала бело-голубой серый. Я реально очень кайфанула от этих лачков, супер приятно работать с ними, наносится. Собственно, в градиентах дальше и покажу, как они перемешиваются просто сами собой. Следующий цвет нежно-розовый, такой выбельный, с легкой-легкой неоновой ноткой. Цвет безумно красивый. Вообще заметила, что моя коллекция палитры гель-лаков стала стремительно пополняться гель-лаками торговой марки Rock Nail. Все больше и больше влюбляюсь в саму текстуру гель-лаков и, конечно же, красивейшие цвета. Следующий цвет нежный, персиковый, выбеленный, с легкой отдаленной неоновой ноткой. Да, знаю, согласна, не совсем осенние оттенки тона, но впереди у нас еще будет глубокая осень, и мне и клиенткам еще пока не совсем хочется прощаться с теплым летом. А следующий безумно красивый оттенок, я не могу его охарактеризовать, салатный, салатовый, лаймовый, лимонный, не желтый и не зеленый, выбеленный и с легкой неоновой ноткой. Влюблена в эти гель-лаки, в эти цвета. Градиент на молочной подложке можно будет сделать на ноготках в один слой. Итак, приступим. Сначала сделаю все 5 вариантов градиента. Первый градиент по 1/5 на ноготок наношу серый, светло-серый, лимонный, персиковый и розовый. Кистью для градиента разметающими движениями, начиная снизу и продвигаясь кверху, перемешиваю цвета между собой. Замечу, типсы полностью прозрачный, и даже уже на данном этапе градиент выглядит достойно. И чтобы добиться более плавного перехода, я прохожусь стягивающими движениями, такими штрихообразными, и не забываю доработать, докрасить у боковых валиков и у кутикулы. Да, я обожаю градиенты, я градиентю все на свете. Действительно, если очень приятные гель-лаки и цвета, это, конечно, одно удовольствие. Градиент просушиваю 60 секунд, а следующий вариант серый потемнее, розовый, персиковый и лимонный. Точно так же, как и предыдущий ноготок, сначала прохожусь разметающими движениями, а затем стягивающими довожу градиент до идеала. Замечу, когда я показываю в одном видео несколько вариантов градиентов и несколько вариантов дизайна одной и той же тематики, это не значит, что все они должны собраться на одной руке. Я просушила второй вариант и делаю третий вариант градиента. Розовый, персиковый, светло-серый и темно-серый. Все так же, как и на предыдущих ноготках. Продолжу свою мысль. В каждом своем видео я собираю много идей. Да, они подходят по тональности, но их можно разделить, выбрать 1 или 2 ноготка с дизайном, остальные сделать с градиентом или по 1-2, или остальные однотон или вообще френч. То есть каждое мое видео можно разделить как минимум на 100 маникюров. А пока болтала, я уже выполнила градиент из 4 цветов: темно-серый, светло-серый, розовый и персиковый на свободном крае. Парижское небо. Закат или восход, не знаю, решайте сами. Сушу 60 секунд. Следующий вариант. Персиковый, светло-серый и темно-серый. Светло-серого совсем чуть-чуть, где-то 3 мм по центру ноготка, чтобы не получился сильно грязный цвет, когда буду перемешивать персиковый и темно-серый. Точно так же, как и все предыдущие варианты, разметающими движениями и стягивающими довела до идеала. Мне все нравится, ставлю сушиться в лампу. И добралась наконец-то до стемпинга. Моя новенькая пластина от Paris Nail номер 43. Я, конечно, еще рукожоп пока в стемпинге, но очень целеустремленно и усердно осваиваю эту область. Подсела я прям на эту торговую марку, на пластины и вот этот стемпинг. Мне понравилась быстрота доставки, цена, качество, рисунки, сам дизайн. Вообще, конечно, творить, не перетворить. Вот такая вот пластина, города. Мы еще можем Барселону, Рим и все что угодно сделать с этой пластины. А пока только Париж. Лак для стемпинга от Paris Nail 02 металлик, цвет светлое золото. Очень красивый благородный оттенок. Я выбрала вот такой вот орнамент, как контурный
черной картой, решил нанести весь мир сразу на ноготок и переношу, отпечатываю орнамент на ноготок. У меня есть немножечко недочеты, не хватает, на длинные ноготки не хватит этого рисунка. Может, конечно, я рукожоп не подрасчитала. Я взяла тонкую кисть и просто дорисовала. Подождала, чтобы лак для стемпинга хорошо просох, чтобы он не поплыл, не располз, когда перекрою топом. Я перекрыла глянцевым топом и просушила его 60 секунд. Следующая ассоциация с Парижем – красивейшие воздушные шары. Нанесла лак для стемпинга, также цвет светлое золото. Ненужные элементы скрапером убираю и переношу орнамент на ноготок. Теперь мне нужна какая-то душевная, красивейшая надпись, но на той пластине не нашлось. Я взяла вторую, номер 25, также от Paris Nail. Той же торговой марки черный лак для стемпинга. Нанесла его на пластину, провела скрапером и отпечатала красивую надпись Live Your Dream. Подождала, что лак хорошо высохнет, и перекрыла матовым топом с мелкими золотыми блестками. Топ просушила половину времени, 30 секунд. И затем густым топом или гелем без остаточной липкости прозрачным наставила объем, промежуточно просушивая каждый элемент. Где-то 4 кусочка сегмента получается. Если необходимо, объем можно продублировать. Досушиваю дизайн 30 секунд, и вот что у меня получилось. Такой хрустальный воздушный шар и красивая душевная надпись. Следующий вариант. Пластину перевернула именно кверх тормашками. По-другому у меня 15 раз не отпечаталась эта Эйфелева башня. Все тем же золотым лаком для стемпинга светлое золото. Отпечатываю рисунок на ноготок. Макушка у меня слегка кривоватенько получилась, но далее я это скорректирую. Нижнюю треть ноготка я прокрасила базой для гель-лака. Просушила ее только 5 секунд. Далее возьму вот такие нежные красивые слайдеры. Ссылочку на них оставлю в описании под видео. Хорошо размокший слайдер я переношу штампом. Слайдер у меня лежал на салфетке, смоченной обычной холодной водой. Штампом переношу на недосушенную вот эту базу. И силиконовой кистью разглаживаю, чтобы нигде не было ни складочек, ни торчащих элементов. Несколько секунд досушила базу и слайдера в лампе и перекрыла ноготок матовым топом с мелкими золотыми блестками. С выпуклых мест плоской кистью убрала излишки топа. Просушила топ половину времени, 30 секунд. И густым глянцевым топом, либо прозрачным гелем наставляю объем, прохожусь по Эйфелевой башне, прорисовываю тонкой кистью и промежуточно каждый элемент фиксирую в лампе. И таким образом у меня получается замшевый матовый ноготок. Цветы очень похожи на лепку, так как они матовые, и хрустальная золотая башня. Окончательно просушиваю дизайн 30 секунд. Далее буду использовать пластину, также от Paris Nail номер 20 с логотипами и принтами разных модных брендов. Я выбрала силуэт Coco Chanel, черным лаком для стемпинга отпечатываю на штамп, скрапером либо роликом очищающим, убираю лишнее и переношу орнамент на ноготок. Затем наношу золотой лак на пластину и отпечатываю надпись Coco и переношу на ноготок. В принципе, на данном этапе дизайн уже самодостаточный, но я все же сделаю, чтобы прям сердце замирало. Нижнюю треть ноготка прокрашиваю тонко базой для гель-лака, сушу ее только 5 секунд и на недосушенную базу переношу размоченный слайдер цветы. Силиконовой кистью разглаживаю, чтобы нигде не было складочек и торчащих элементов. Фиксирую в лампе несколько секунд. И затем перекрываю ноготок матовым топом с мелкими золотыми блестками. А чтобы цветы не потеряли свою фактурность, с выпуклых рифленых мест слайдера излишки топа снимаю плоской кистью. Топ просушиваю половину времени и густым глянцевым топом обвожу надпись Coco. Таким образом получается весь ноготок замшевый матовый, а надпись золотая и блестящая. И пятый дизайн в подборочку про Париж. Отпечатки вот таких вот штампиков, что это билетики, но безумно красивый, на персиково-серый градиент. Отпечатываю вот этот орнамент. В принципе, уже в таком варианте самодостаточный дизайн получается. Можно перекрыть либо матовым, либо глянцевым топом и оставить. Но я решила дополнить, добавить нотку все-таки Парижа, оттенок Парижа. И прям как отпечатался у меня со штампа, вот эта вот надпись, половинка конвертика и Эйфелева башня, также и переношу весь этот фрагмент на ноготок. Жду, что лак хорошо просохнет
и перекрываю ноготок глянцевым топом без липкого слоя. Топ просушил 60 секунд и дизайн готов. Итак, нежнейшая подборочка дизайнов на тему Париж готова. А я напоминаю, не забывайте ставить лайки, мне очень приятно, и таким образом я вижу, что мои труды не напрасны и моя деятельность, мой канал вам нравится. А еще мне очень нравится обратная связь, и я так понимаю, многим, как и мне, понравилось путешествовать по городам. И я жду от вас пожеланий на следующие темы для видео. И до новых встреч!